Представители знака зодиака Лев, львы и львицы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. Что ждет? Узнать будущее. Что изменит ваши планы? Или события, которые влияют на вашу жизнь в эти 10 дней. И у нас сегодня Таро прогноз на 10 дней, на декаду с 1 по 10 декабря. Последний месяц уходящего года. Давайте узнаем подсказки карт. Каковы события ближайшего будущего? И с чем это будет связано? Я приглашаю всех на свой сайт. И я оставлю все необходимые ссылки в описании под видео. Готов гороскоп на декабрь по всем знакам зодиака. И в целом я описываю те энергии планетарные, которые на нас будут влиять. Поэтому сверьте свои желания с расписанием звезд. Никогда не знаешь, какая подсказка придет и откуда. И мы первым делом достанем на колоде Ленорман 4 карты. Мы не задаем вопросы, а позволим картам провести нас по той цепочке событий, как они предполагают. Итак, события ближайшего будущего, мои дорогие львы и львицы. Как видит колода Ленорман? Ваше ближайшее будущее, какие энергии будут, или, может быть, какие сферы жизни будут наиболее для вас активно проигрываться, или попросту придется заниматься какими-то делами. На колоде Таро первая карта у нас будет неожиданность. Возможно, это как раз то, что изменит ваши планы. Или те события, с чем они будут связаны. То, что будет оказывать влияние на вашу жизнь. Но больше с таким контекстом, когда, возможно, мы думали, что будет развиваться что-то, ну, вот в одном ключе, или как-то, как вы предполагали, а здесь вам придется что-то корректировать. Итак, Таро – неожиданность. Вторая карта на колоде Таро – ваши сильные стороны, или что вам помогает, в чем ваша сила. По основным сферам жизни, конечно, мы достанем 3 карты. И первое – дела, работа, бизнес. Здесь же учеба, документы. Даже если вы дома находитесь, но все равно какие-то дела у вас есть. Может быть, вы что-то согласовываете или упорядочиваете. Финансы, энергия денег. В личной жизни, что нам подскажут карты. И достанем еще одну карту, совет от карт. И откроем ее в самом конце. Итак, первая карта – события ближайшего будущего. Карта женщина. И я могу сказать, к примеру, для мужчин, это какая-то женщина, которая вам очень интересна, с которой вам, скорее всего, хочется быть, или которая вам запала в душу. Может быть, это какая-то прежняя история, которую вы многократно обдумываете, почему сложилось именно так, а не иначе. Или вам кто-то нравится, вы как раз мечтаете создать с какой-то женщиной союз. И тогда вы предполагаете, как это может продолжаться. Почему я говорю как бы предположительном варианте? Да потому что в этой колоде у нас 2 карты женщины и 2 карты мужчина. И если первые карты выглядят так немножко эфемерно, вот как раз это вот эта карта, как будто нет пока конкретики, это на уровне наших ожиданий или мечты, или наоборот, как мы представляем это или представляли в прошлом. Но есть определенно мысли. Мои дорогие девочки, это вы, то, что вы хотели бы осуществить. Ваши какие-то планы, предположения. Или ваше такое, знаете, активное желание. Хочется именно вот, чтобы какой-то вопрос или какое-то дело решилось с точностью, как вам этого не просто хочется, а как, по вашему взгляду, это будет наиболее правильно. Но пока еще тоже нет конкретики или нет какой-то материализации. Есть только планы или какие-то надежды, может быть и так. Но давайте мы откроем следующую карту и посмотрим, какие же события. Но, видимо, вот такие думы, они у вас, может быть, не один день, а какой-то период, когда вы действительно что-то обдумываете. И у кого-то это будет сопряжено действительно с личной жизнью. Здесь одинаково. Мужчина меня смотрит или девочки. По аркану Луна. Конечно, эта карта тоже, кстати, имеет она 2 карты. И именно эта карта, она говорит о нашем интуитивном предчувствии или о наших, опять же, желаниях. Желаниях по части
личной жизни, дома. Мы что-то хотим осуществить. Или нам бы очень хотелось получить какой-то результат. Но опять же, нет никакой конкретики. И у вас две карты, которые больше говорят либо о чувствах, либо о предположениях. А тем не менее, Марс во Льве, мои дорогие, в вашем знаке – это энергия жизненной активности и самореализации или реализации каких-то планов. Но, может быть, это вы словно прицеливаетесь к чему-то, а дальше будете проявлять активность. Давайте откроем еще одну карту. События ближайшего будущего. Но какие бы тут огненные энергии вас не играли, вы будете великим дипломатом. Больше, конечно, карта Лилии говорит о нашем, правда, общении, искреннем, кстати, общении. Но это обсуждение может быть и как в кругу, допустим, ваших друзей или в кругу даже близких людей. Но это искреннее общение, которое касается делового вопроса. Это чаще может быть как по работе какие-то обсуждения, допустим, какого-то проекта или последующей какой-то вашей, ну, допустим, даже как вариант получения новой должности или ваше место именно в социуме. Есть какие-то контакты. Может быть, вы как раз какую-то конкретику за эти 10 дней услышите, или вам могут, к примеру, сказать ваши, или как намеревается начальство, именно с вами взаимодействовать или что оно вам может предложить. Какой-то диалог точно у вас будет в эти 10 дней, который для вас будет значить то, что вы будете видеть более реально свои перспективы. Потому что здесь как раз люди настроены на откровенный разговор. Лилия – это символ чистоты и искренности. Может быть, даже если этот вопрос касается личных отношений, тогда в вашей личной жизни в паре у вас есть возможность спокойно на каких-то уравновешенных, гармоничных тонах друг с другом обсудить какой-то вопрос, то, что вас беспокоит. Давайте посмотрим. Ну, тут нечего говорить, у вас сильная позиция. И очень много планет. Правда, прочитайте гороскоп на декабрь. И вы, может быть, некоторые, вот у каждого ведь своя какая-то составляющая. Все же мы все разные, хоть и знак Лев, а люди разные. Это все оказывает влияние. Но так или иначе, у вас сильная позиция всегда, когда медведь. Позиции ваши достаточно сильные, крепкие. Это и уважение. Это и ваша где-то респектабельность. Это то, что вы можете действительно занять новое место в социуме. Кто-то из вас может получить должность, но, может быть, нужно быть к чему-то готовому или готовой. То, что вы где-то пока не видите. Вы можете только предполагать. А если мне предложат? Вот если вы уже где-то интуитивно, кстати, по аркану Луна, предполагаете, что было бы неплохо, вот чтобы мне вот предложили именно конкретную какую-то должность. Скорее всего, вам ее предложат. Я не говорю, что условия работы вас будут абсолютно точно устраивать, потому что есть еще тысячи каких-то неопределенностей. Но то, что какой-то диалог может состояться при вашем желании, это вполне может быть. И сильная позиция, она не говорит о бездействии, что мы сели и чего-то ждем. Нет, очень правильные как раз действия. Выверенные, я бы даже сказала. Но если вы ставите перед собой цель, когда выпадает аркан Медведь, это значит, вы ее, по сути, достигаете. Давайте посмотрим, каковы же неожиданности. Может быть, нам Таро немножко больше раскроют. И вот еще у нас одна Луна. И с одной стороны, Луна говорит, ты с собой не рискуй. В каком плане? Не должно быть опрометчивых решений, не должно быть каких-то неосторожных фраз. Потому что по Луне это еще что-то зыбко непонятно. Со знаком плюс Луна всегда проигрывается вот как раз по части любви, эмпатии, интуиции, когда мы дома что-то улучшаем, взаимоотношения с близкими по этой карте, ну, как-то так могут и улучшиться. Или мы можем услышать друг друга, именно провести какие-то задушевные беседы, разобраться, может быть, с каким-то вопросом. Где-то это будут и чувства, но, видимо, будут и вот такие откровенные разговоры. Может быть, есть тема материальная или вопрос касается документов. Там ни разу не про чувства. Но есть и такое значение. По Луне мы можем тоже чего-то не видеть. Может быть, и
по этой карте, когда вам придется договариваться и где-то быть готовому к компромиссу. Вот это тоже я не отрицаю. Но и поскольку меня смотрят люди из разных стран, всегда, когда выпадает карта Луна, это, знаете, такое состояние, когда вроде как сумерки, или есть очертания какого-то дела, или предполагаем что-то, но конкретики, опять же, нет никакой. Вот, может быть, вы как раз из своих планов и из того, что, ну, в целом по обстановке у вас может, мол, получиться, вы будете выстраивать какую-то концепцию, которая в конечном итоге и приведет вас к какому-то итогу. Но если вы оказываетесь в толпе, карта Луна всегда говорит тебе в другую сторону. Тем более у вас выпадает аркан Медведь. Это сильная позиция, поэтому тут будет важно не переусердствовать в некоторых вопросах. Карта Луна говорит, выглянет солнце, и все встанет на свои места. А здесь не время собой рисковать, это правда. И не время, может быть, брать на себя много ответственности. По крайней мере, если вам это приходится делать, меня ведь смотрят люди разные, и вопросы у вас тоже разные. Но вот эта мера ответственности, она не должна строиться на каких-то зыбко непонятных отношениях или на ваших предположениях. Вот посмотрите, есть какой-то вопрос, который вот, ну, я бы сказала, мутно непонятный. И выпадает на Таро, опять же, Луна. Поэтому здесь что-то нужно прояснять через, может быть, откровенные разговоры или, мои дорогие, поиск информации. Но немножко быть самим по себе в том плане, чтобы вас, может быть, не втянули в какую-то, ну, может быть, это по части работы будет, или если вы какие-то соглашения подписываете, чтобы, опять же, не было двусмысленности или каких-то качелей, которые впоследствии можно перевернуть в любую сторону. Можно сделать так, что вам потом придется впрячься в какой-то вопрос и буквально тянуть лямку. Поэтому будьте аккуратны и буквально физически, потому что иногда пока по аркану Луна мы можем чего-то не заметить, мы можем словно оступиться. Да, эта карта не говорит, что это что-то из ряда вон выходящее или очень серьезное. Но то, что нам это на какой-то период жизни может эту самую жизнь осложнить, и нам придется где-то разбираться по этому вопросу, то это правда. Поэтому, как и в отношении эмоций, так и в отношении ваших действий, не должно быть ни самонадеянности какой-то, так и с другой стороны не должно быть каких-то сомнений. Лучше все прояснять. Мои дорогие девочки, у кого-то, может быть, сообразно возрасту и вашим желаниям, конечно, перекладывайте на себя. Иногда это известие «я жду ребенка» о беременности. Ваши сильные стороны. Ну, дальше карты можно не доставать. Да, период такой какой-то не совсем однозначный. Или это вам что-то не нравится. Вот эти две карты, они могут говорить о разных вещах. У кого-то проиграется банально, правда, какая-то новость ведь тоже может прийти по Луне, то, что вы не ожидали. И вы будете думать, как мне с этим быть. И по аркану Лилии вы будете как раз детализировать что-то. Причем вам захочется узнать наверняка, в какую сторону будут развиваться события. Или эта новость, каким образом она может отобразиться на мне. Или какие перспективы для меня сулит. Потому что с чем-то нужно разобраться. Но все же ваши сильные стороны разобраться со всем. Помимо того, что сильная позиция, аркан мага, это, конечно, маг великий манипулятор, но это ваши именно сильные стороны. Карта может говорить о том, что и вы столкнетесь с сильными мира сего или великими манипуляторами. Но это ведь то, что вам помогает, и для кого-то как раз какое-то волшебное соглашение вы можете достичь в эти 10 дней, мои дорогие львы и львицы. Сильная позиция. Но вот те энергии, которые я достаточно долго описывала, даже по колоде Ленорман, это действительно вам помогает. Даже из какой-то неопределенности получить какую-то конкретику. Дела, работа, бизнес. Но теперь, может быть, я и понимаю. Семерку мечей всегда называют картой вора. Поэтому себе не навредить, это будет тема номер раз. И пусть у кого-то это будет проигрываться через отношения в личной жизни.
себя не поставить под удар. Может быть и так, у каждого свои вопросы с разными нюансами. Может быть, это вопросы с родственниками. Может быть, у кого-то и вопросы наследства. Вполне вероятно, кстати, по этим картам. И когда каждый тянет одеяло на себя, подобная ситуация может быть и на работе. Когда вы люди ответственные, и кто-то может попытаться на вас вот именно как меру ответственности переложить. Поэтому будьте внимательны. Вы буквально сухим из воды можете выйти. Но, тем не менее, все арканы нас предупреждают о том, чтобы вы были настороже. По 7 мечей нужно быть, помимо всего прочего, внимательным, когда вы подписываете документы. И я должна сказать, этот период планетарно, когда мы можем перезаключать контракты по работе или какие-то договоры по работе, брачные соглашения или брачные договоры, еще какие-то, может быть, документы, связанные с банками, с финансами. И вот здесь нужно быть предельно внимательным. Внимательным нужно быть и к аккаунтам, мои дорогие, к паролям аккаунтов. Может быть, поменять, чтобы не было утечки информации. Хоть и не прописана 7 мечей, карта вора вот буквально ни в одной колоде, но вот передается из уст в уста именно такая трактовка. И значит, когда-то она имела место быть. Поэтому вот собой точно рисковать в эти 10 дней никоим образом нельзя. Себя и страховать, и перепроверять, и максимально конкретизировать, выяснять любой вопрос. У вас не должно быть вот какой-то мутной ситуации или каких-то ваших догадок. Деньги. Шикарно. Вот правда, мои дорогие девочки, у кого-то известие о беременности. Луна, да еще и императрица. Может быть, это какое-то важное предложение в личной жизни, кстати, может быть. И для кого-то из вас, правда, очень благоприятный период жизни. Но все же императрица о чем еще говорит? Она будет говорить о том, что она ведь очень плодовита. Имеется в виду не конкретно вот даже, да, а плодовита на ваши планы, на какие-то творческие свершения, на, может быть, ваши позиции, когда вы хотите построить карьеру. И, соответственно, тут и финансы меняются, и в целом денежная составляющая, она совершенно другая будет. Может быть, кто-то из вас обустраивает дом. И все, что касается с домом, жилищем, опять же, благополучие, все по аркану императрица, это идет со знаком плюс. Вы очень многие вещи можете или дела, вопросы уладить, прояснить в эти 10 дней, но в каких-то совершенно не ваших энергиях, а вот таких спокойных, более интуитивных, рассудительных, когда нужно каждого человека, может быть, где-то, ну, вот так вот чувством каким-то шестым именно прочувствовать, что он мне несет. Или могу ли я ему доверять. Я вот вижу все арканы, будь то Ленорман, будь то те арканы, которые мы с вами Таро достали. Императрица и маг. Тут может что-то решаться очень важное. И причем вам по какому-то узкому фарватеру нужно пройти. Словно и ни вправо, ни влево. И в конечном итоге для себя осуществить с плюсом какое-то свое, может быть, заветное желание. Но у вас сильная позиция, повторяюсь, но императрица – великий дипломат. Поэтому благодаря дипломатии вы какие-то финансовые вопросы в любом случае уладите и останетесь довольны. И надеемся мы на себя, кстати, когда выпадает этот аркан. Но это статусная карта, поэтому у кого-то это будет буквально меняться статус. Может быть, не в эти 10 дней, но это какая-то подготовка или обсуждение как раз этого вопроса. Личная жизнь, правда. Тут на кону личная жизнь. Хотя есть и какие-то составляющие по работе-то тоже. Здесь у вас все вместе может переплестись. И у кого-то и личная жизнь, и финансовые вопросы, и вопросы дома, и вопросы продолжения, например, вашей карьеры. И еще, может быть, вопросы, связанные с детьми. По аркану Солнца это мне нечего сказать. Это карта радости, карта счастья, удачи, решение даже сложных вопросов. Но еще и Солнце — выбор правильного направления, мои дорогие. И то правильное направление, которым мы будем заниматься последующие 6-8 месяцев. Всего в колодах Таро 2 карты. И вот как раз, которые говорят о периоде
Солнце – это 6-8 месяцев, а аркан звезда говорит, вот как по Плутону, лет 10-20. Но для вас решается что-то в как более короткий срок. Может быть, буквально эти 10 дней будут очень либо решающими, либо пусть какой-то даже один вы пункт, вопрос решите, и тогда за ним будут подтягиваться остальные сферы жизни. Но с чем-то не просчитаться, все-таки 7 мечей во вас выпадает, и значит будьте предельно осторожны, собой не рискуйте. Потому что когда выпадает аркан Солнца, ведь это еще аркан нашего эго. Когда мы хотим сделать по-своему, мы уже с вами это обсуждали. И тем более Ленорманова нам показывает аркан Медведь. Тут правда. У кого-то из вас это может быть, ну, буквально и такой человек, которого вы встречаете. Может быть, тот человек, который занимает и должность, какую-то имеет возможности. Может быть, имеет и длинные руки, когда есть какие-то манипуляции или в плане того, что, правда, он знает, как решать многие вопросы. Или он занимает какую-то высокую должность. Или, может быть, это тот человек, который имеет многие сферы влияния в своих, опять же, руках. Или имеет каких-то знакомых. Или может какой-то вопрос, по вопросу точнее, договориться или составить вам протеже. Перекладывайте на себя. Тут ведь можно совершенно с разного ракурса это рассмотреть. Так вот, с одной стороны, такие положительные энергии, они вас как воодушевляют, так и придают чувство уверенности. Но когда выпадает 7 мечей, самоуверенность – это прекрасно. Но помните, иногда она граничит с самонадеянностью, а вам рисковать как раз собой нельзя. Тут что-то у вас решается, и деньги, и личная жизнь, но я могу предположить и по работе, или по документам, или согласованием тоже. Давайте карту совет. Вы словно на выборе, 2 мечей. И нам говорят о том, что в 2 сторонах вы одновременно не можете оказаться. Вы не можете сразу пойти направо и налево. И это предполагает, что если вы идете в одном направлении, от второго вы отказываетесь. Нам показана девушка, у нее завязаны глаза. И вот эта повязка, и у нас вороны, и в этой колоде вороны – это как символ мудрости. Вороны пытаются снять повязку с глаз, но у них ничего не получается, они только запутывают девушке волосы. Вот представьте такое состояние, когда действительно у вас завязаны глаза и что-то или кто-то вас дергает за волосы. Вот какая-то подобная сумятица может или может сравниться, может быть, ситуация с подобным состоянием. В очередной раз, повторяю, не должно быть каких-то ваших догадок. Есть какая-то реальность, от которой вы должны именно оттолкнуться. И, может быть, если вы увидите не так, как вот вы именно хотите, все же у вас вот эти 2 первые карты, а как реально обстоят события, то тогда у вас больше шансов не упустить какую-то счастливую возможность. Я, по крайней мере, вижу так. Здесь потому, что вот этот выбор, он может буквально стоять между тем, как вы хотите, и между тем, что есть в реальной жизни, или теми возможностями, которые присутствуют. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.